Что вы знаете о поджелудочной железе? Она является одним из органов желудочно-кишечного тракта, продуцирует множество гормонов и ферментов. Она располагается за желудком в области левого подреберья. Наиболее распространенными патологиями органа является панкреатит, сахарный диабет первого типа. Важно следить за здоровьем поджелудочной железы, чтобы избежать пагубных последствий. Переоценить роль железы сложно. Поджелудочная – одна из ключевых пищеварительных желез в организме. Если орган удалить из организма, человек, как правило, не проживает дольше года. Поджелудочная обеспечивает сразу несколько функций – выработку гормонов и пищеварительных ферментов. Орган является пищеварительной внешней и внутрисекреторной железой. Орган продуцирует гормоны, обеспечивающие расщепление жирных кислот, необходимых для работы почек, сердца, мышц. Инсулин, который вырабатывается поджелудочной, обеспечивает поступление в клетку глюкозы, стимулирует ее усвоение, снижает уровень сахара в крови. Поджелудочная железа также отвечает за выработку ферментов, необходимых для пищеварения. Ключевой задачей и ферментов является обмен углеводов и белков. Что вредит поджелудочной железе? Поджелудочная является одним из наиболее уязвимых органов, так как она чувствительна к разным внутренним и внешним факторам. К проблемам с поджелудочной могут привести регулярное злоупотребление спиртным, несбалансированное питание, много острой, жирной, копченой, жареной пищи. Содержащиеся в высокой концентрации пищевые красители, ароматизаторы, в хлоридах и простые углеводы также на железу пагубно влияют. Сахарный диабет, ожирение, травмы живота и последствия пищевых, химических и других отравлений. К заболеваниям поджелудочной могут привести генетическая предрасположенность, длительный прием антигормонов, других препаратов. Наиболее опасное заболевание поджелудочной железы – панкреатит. Он может быть острым или хроническим. Болезнь характеризуется воспалением органа, в результате чего появляются сильные боли в области левого подреберья и нарушается работа желудочно-кишечного тракта. Дает сбой гормональная система. Методы восстановления и сохранения. Любое повреждение железы может привести к тяжелым последствиям и длительному, а иногда и пожизненному лечению. Чтобы предотвратить развитие проблем с этим органом, поддержать его здоровье, необходимо сбалансировать рацион питания, вести активный образ жизни, пользоваться эффективными методами профилактики. Метод Неумывакина. Иван Павлович Неумывакин – это известный советский и российский медик, который разработал множество методик, помогающих самостоятельно восстанавливать организм в своей работе на тему сахарного диабета. Профессор затрагивает и поджелудочную, делая акцент на важности здоровья органа. В первую очередь, он рекомендует пересмотреть, скорректировать повседневный рацион, обогатив его продуктами, содержащими большое количество клетчатки. Для поджелудочной железы полезный натуральный творог. Он богат белками и не содержит пуриновых оснований, которые способствуют сбоям в обменных процессах организма. Рекомендуется съедать по 100-150 грамма творога минимум 3 раза в день. Его можно есть в чистом виде или добавлять в другие блюда. Важно помнить, что творог и так кисломолочный продукт. Он противопоказан при язвенной болезни желудка, других проблемах с животом. Он также не рекомендуется при индивидуальной непереносимости. Не стоит есть творог людям с сахарным диабетом или во время простудных заболеваний. Профессор Неумывакин рекомендует полностью исключить сахар и заменить его стевией. Это природный сахарозаменитель. Сладости стевии придают гликозиды, которые не имеют в своей химической структуре вредных веществ, и при этом стевия оказывает положительное влияние на организм, способствует улучшению работы поджелудочной. Физическая активность. Спорт – это залог крепкого здоровья и бодрой жизни. Неумывакин рекомендует уделять большее внимание и регулярной физической активности. В процессе тренировок увеличивается чувствительность организма к инсулину, который вырабатывает железа. Благодаря этому глюкоза легче и быстрее поступает в клетки поджелудочной. Не нужно сильно напрягаться и вырабатывать большое количество инсулина. Важно каждый день двигаться и выполнять физические упражнения. Даже простые упражнения гимнастики будут давать положительные результаты. Лучше всего выполнять упражнения, направленные на вращение и растяжение туловища. Грецкие орехи. Поджелудочную железу отлично подпитывают вещества, входящие в состав грецких орехов. Их можно употреблять отдельно или в составе других блюд по 100 граммов ядер в день. Профессор Неумывакин рекомендует применять полезный отвар из перегородок грецких орехов. Рецепт приготовления достаточно прост. Надо расколоть 15-20 орехов, достать перегородки, разделяющие ядра, залить их стаканом кипятка.
Кипятить на слабом огне 10 минут. Готовый отвар нужно разделить на 3 равные части и принимать на протяжении дня. По возможности, его нужно пить ежедневно. Грецкие орехи нужно исключить из своего рациона при наличии индивидуальной непереносимости кожных заболеваний, высокой свертываемости крови и острых заболеваний пищеварительного тракта. Средство Неумывакина для поджелудочной. Профессор разработал рецепт, который позволяет эффективно очистить поджелудочную железу, улучшить ее работу. Нужно подготовить килограмм корней петрушки и 3 литра натурального молока. Лучше брать молоко у знакомых, но магазинное тоже подойдет. Корни надо пропустить через мясорубку или измельчить с помощью блендера. Затем поместить 5-литровую эмалированную кастрюлю, залить молоком, перемешать, поставить на медленный огонь и варить до состояния кашицы, час-полтора. В результате получается полезная молочная каша. Ее надо есть в несколько подходов. В качестве основного приема пищи употребляйте кашу, пока не съедите весь приготовленный объем. Есть другие блюда не рекомендуется. Лимон. Лечение лимоном уменьшает болезненность, снимает раздражение. Один средний лимон нужно проварить очищенным в воде 5 минут, отжать из плода сок, смешать его с сырым желтком от домашнего яйца. Приготовленное средство нужно выпивать натощак и в течение следующих 3 часов воздержаться от еды. Принимать смесь нужно 5 раз в первый день, затем на 3-й и 6-й. Следующую порцию употребляют на 12-й и 24-й день. Лимон не следует употреблять людям с аллергией на цитрусовые, при наличии заболеваний почек, а также беременным и кормящим матерям. Гречка с кефиром. Для приготовления целебного состава нужно перемолоть килограмм сухой гречки до состояния муки. Каждый день перед сном 1 столовую ложку такой муки нужно заливать кружкой кефира и оставлять на ночь для набухания. Утром масса съедается на голодный желудок. Средство насыщает организм микроэлементами и одновременно выводит скопившиеся токсины, восстанавливая перистальтику кишечника. Овсяный настой. Овсянка на воде, без масла и соли. Одно из обязательных блюд при проблемах с поджелудочной. Рецепт следующий. Овсяные крупы залейте литром кипятка, накройте крышкой и настаивайте в течение часа. После нужно процедить и принимать по полстакана трижды в день, а овсяную крупу тщательно промойте. Добавьте 1,5 литра горячей воды, поставьте на огонь и проварите еще полчаса. Лечение своего организма – это просто и вкусно. Расширьте свои кулинарные горизонты и поделитесь этими вкусными продуктами с друзьями и близкими. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Будьте в форме и оставайтесь в курсе наших последних видео. Будем рады, если вы оставите свои советы в наших комментариях. Нам будет интересно прочитать. До новых встреч!